Они не хотели, чтобы армии это заметили. Никаких объявлений, никакой прессы, никаких объяснений. Но поздно вечером накануне Чингук и Тэхён были тайно вызваны в штаб-квартиру HYBE. И вот, ни одной камеры, ни одного заявления, только двое участников, входящих в здание, которое годами скрывало секреты. И то, что произошло внутри, может изменить все. Поздно ночью, когда большая часть Сеула уже погрузилась в тишину, а городские огни расплылись в мягкой золотистой дымке, две знакомые фигуры вышли из черного автомобиля перед зданием HYBE. Репортеры не ждали их. Фанаты не собирались за ограждениями. Официальное расписание не публиковалось. Все в этом моменте казалось намеренно невидимым, будто этого события никогда не должно было существовать. Чингук поправил воротник пальто, а Тэхён замер на мгновение, оглядывая пустую улицу, прежде чем последовать за ним внутрь. Двери закрылись за ними с мягким механическим гулом, скрывая все, что должно было произойти внутри. Атмосфера отличалась от привычной суеты, которой славится это здание. Коридоры были пусты. Свет местами был приглушен. Только далекое эхо шагов сопровождало их, пока их вели к частному лифту, который доставил их на верхний этаж, редко упоминаемый в публичных интервью. Никто не проронил ни слова. Сопровождавшие их сотрудники избегали зрительного контакта, их лица были непроницаемы, словно они выполняли инструкции, которые им было запрещено объяснять. Когда двери лифта открылись, их провели в конференц-зал, который казался холоднее остального здания. Окна от пола до потолка отражали панораму города, а в центре стоял длинный стол, за которым было подготовлено всего 3 стула. Чингук сел первым. Его руки спокойно лежали на столе. Тэхён сел рядом, скрестив ноги. Его лицо было спокойным, но взгляд оставался настороженным. Минуты тянулись в тишине, пока дверь, наконец, не открылась снова. В зал вошел высокопоставленный руководитель в сопровождении 2 помощников с планшетами и папками. Без теплого приветствия руководитель занял место напротив них и положил папку на стол. Звук от ее падения показался громче, чем должен был быть. На мгновение воцарилось молчание. Помощники стояли за спиной начальника, их глаза были прикованы к экранам планшетов. Наконец, руководитель нарушил тишину. Его голос был низким, контролируемым и тщательно выверенным. Он говорил о будущей реструктуризации, о долгосрочных стратегиях и о новых этапах, которые вскоре коснутся каждого артиста лейбла. Его слова звучали официально, но за ними чувствовалось что-то тяжелое, будто каждое предложение несло в себе негласное предупреждение. Чингук слушал молча, изредка кивая, но его взгляд то и дело переводился на Тэхёна, словно он безмолвно задавал тот же вопрос, что рождался в умах обоих. Почему сегодня здесь только они двое? Почему сейчас? И почему это кажется не просто встречей, а поворотным моментом? Тэхён слегка откинулся на спинку стула, его пальцы медленно постукивали по колену. Когда он, наконец, заговорил, его голос был спокойным, но твердым. Он спросил, что именно эти изменения значат для BTS, для их будущей деятельности и для их возможности принимать решения как группа. В комнате возникло напряжение. Один из помощников на мгновение опустил взгляд, делая вид, что прокручивает что-то в планшете. Руководитель ответил осторожными фразами, пояснив, что пока ничего окончательно не утверждено, но определенным участникам могут быть предложены новые направления, требующие большего индивидуального внимания. Он говорил о росте, о глобальной экспансии и о максимизации личных брендов. Но для Чингука и Тэхёна скрытый смысл становился мучительно ясным. Речь шла не просто о возможностях. Речь шла о контроле. Челюсть Чингука слегка напряглась. Он спросил, повлияют ли эти новые направления на то, как часто BTS смогут продвигаться вместе. Руководитель заколебался лишь на долю секунды, но этого было достаточно.
Он ответил, что расписание для полной группы естественным образом станет более гибким. Фраза, которая звучала безобидно, но ощущалась как тихое предупреждение о том, что «вместе» со временем может означать «реже». Тяжелая тишина заполнила комнату. Огни города за окном продолжали сиять, совершенно не подозревая о напряжении, разворачивающемся за стеклом. Тэхён снова взглянул на Чингука, и на этот раз Чингук встретил его взгляд. Слова не требовались. Годы совместных выступлений научили их понимать друг друга за секунды. Тэхён выпрямился и заговорил снова, на этот раз более прямо. Он сказал, что BTS строились не на индивидуальных брендах, а на единстве, на доверии и на обещании своим фанатам. Он добавил, что любой план, который медленно отдаляет их друг от друга, затронет не только расписание, но и сердце, их собственные и сердце армии. Его голос не дрожал, но эмоции, стоявшие за ним, невозможно было не заметить. Руководитель слушал, сохраняя подчеркнуто нейтральное выражение лица. Он ответил, что компания должна думать о стабильности, контрактах и глобальном позиционировании. Он говорил так, будто читал корпоративную инструкцию, но каждое его предложение ложилось новым кирпичом в стену между BTS и будущим, которое они себе представляли. Наконец снова заговорил Чингук. Его голос был тише, чем у Тэхёна, но не менее напряженным. Он сказал, что BTS уже доказали свое глобальное влияние вместе, и что разделение их путей, даже постепенное, будет похоже на переписывание истории, в которую верят миллионы фанатов. Он прямо спросил, означает ли эта встреча начало этого разделения. Никто не ответил сразу. Руководитель закрыл папку перед собой и медленно пододвинул ее к ним. Он сказал, что компания хочет изучить возможности и что эта встреча была лишь первым разговором. Но вес его слов заставлял чувствовать в них первую трещину в чем-то, что когда-то казалось неразрушимым. Когда они встали, чтобы уйти, помощники молча открыли дверь. Чингук и Тэхён вышли из комнаты бок о бок. Их шаги мягко отдавались эхом в тихом коридоре. Никто из них не проронил ни слова, пока двери лифта не закрылись. Тэхён, наконец, медленно выдохнул и посмотрел на Чингука. Он сказал, что с чем бы им ни пришлось столкнуться, они должны пройти это вместе, как бы сложно это ни стало. Чингук кивнул, его взгляд был серьезным, а руки сжаты в кулаки. Он тихо согласился, добавив, что BTS – это не просто контракт, а обещание, и что обещания не должны переписываться на секретных встречах в полночь. Пока лифт спускался, огни отражались в зеркальных стенах, показывая две фигуры, которые уже несли на себе груз славы, ожиданий и миллионов сердец. Но в этот раз груз ощущался иначе. В этот раз это казалось началом вопроса, который может изменить все. Лифт достиг первого этажа с мягким звонком, но никто из них не двинулся сразу. На короткое мгновение они замерли, словно выход наружу означал принятие будущего, которое внезапно стало неопределенным. Когда двери наконец открылись, вестибюль был почти пуст. Отполированный пол отражал потолочные светильники, создавая иллюзию, будто они идут по бесконечному коридору зеркал. Снаружи ночной воздух казался холоднее, чем раньше. Водитель открыл дверь машины, но Тэхён снова помедлил, слегка повернув голову, чтобы взглянуть на здание. Его окна светились молчаливо, не выдавая ничего из того, что только что обсуждалось внутри. Для мира это была просто очередная корпоративная штаб-квартира. Для них же это здание стало местом, где был посеян вопрос, который не желал покидать их мысли. Во время поездки город проносился мимо полосами света. Чингук смотрел в окно, его отражение сливалось с движущимся горизонтом. Он прокручивал в голове слова руководителя: новые направления, гибкие графики, личные бренды. Они звучали безобидно, даже многообещающе. И все же что-то в моменте и секретности делало их тяжелыми,
будто за ними скрывалось нечто большее. Тэхён первым нарушил тишину. Он тихо сказал, что ему не понравилось, насколько тихой была встреча и как тщательно подбиралось каждое слово. Это не было похоже на приглашение, это было похоже на тест, призванный измерить, насколько сильно они готовы прогнуться. Чингук медленно кивнул. Он признался, что больше всего его беспокоит не идея роста, а мысль о том, что эти изменения могут со временем сделать их единство необязательным, а не основным. Он сказал, что BTS всегда двигались вперед вместе, даже когда их пути выглядели разными на поверхности. В этом была их сила и их обещание. Они добрались до общежития, где свет был приглушен, а в коридорах царила тишина. Большинство участников спали. Их шаги казались громче, чем они ожидали. Они старались никого не разбудить. Знакомое пространство, обычно наполненное смехом и музыкой, казалось необычайно замершим, будто оно затаило дыхание. Истина часто скрывается за плотно закрытыми дверями, но связь между Тэхёном и Чингуком всегда говорит громче любых официальных слов. Что бы ни планировалось за кулисами, одно можно сказать наверняка – наша поддержка – их величайшая сила. Если вы хотите и дальше получать самые свежие новости, глубокий анализ и эмоциональные истории из вселенной BTS, которые вы не найдете больше нигде, обязательно станьте частью нашего сообщества. Нажмите кнопку подписки прямо сейчас и включите колокольчик уведомлений, чтобы не пропустить ни одного момента их эпического пути. Ваша поддержка очень важна для роста этого канала. Спасибо за просмотр. Оставайтесь с нами и до встречи в следующем видео. Stay tuned, ARMY!